Всем здравствуйте, с наступающими вас праздниками. Ну а мы сегодня посмотрим «Россия-23». Двух замечательных братьев, дружных. Долбоёб, я высажу нахуй отсюда. Конечно же, поставим лайк, и я просто не мог пройти мимо ролика с Dota 2. Потому что Dota 2, ребята, это игра для настоящих мужчин, профессионалов, киберспортсменов. В общем-то, я, ребят, тоже помню, как сейчас еще вот так вот с Дэнди, да, вот мы... Единственное, что меня расстроило, что я об этом даже не знал. Он мне говорит: Лех, пойдем со мной в Dota 2. Но я вам рассказывал. Я говорю: да ладно, брат, какая мне уже Dota, да? Давайте место молодым уступлю. Команда, в общем, дауны. Я пошел курой по миду фидить. Смотри, готов? Как видите, да, ребят, 12 тысяч ММР, вы помните то, что первый человек в СНГ, в мире, который получил этот рейтинг, но решил, знаете, на пике славы уйти в Counter-Strike и ушел с концами. Драгонлор! Так что, ребята, Dota это уже прошлое. Давайте посмотрим, как некий наш любимый, да, немного лысоватый, немного такая добротная у него лысота, начал играть в Доту. Поехали. Всем приятного просмотра. На пацанов ссылку оставил внизу в описании. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Поехали. Наша съемочная группа неоднократно рассказывала о проблемах Владимира для того, чтобы замотивировать парня. Ранее мы говорили о недоделанном ремонте, облысении, невероятной черствости и многолетнем отсутствии девушки. Но наши сюжеты никакого эффекта не давали. Как и девушке Владимиру, однако последний материал, в котором мы рассказали о проблемах парня с ожирением, по-настоящему вдохновил его, и прямо на наших глазах он начал меняться. Как сказал сам Владимир, больше никто не увидит мои вторые подбородки, и отрастил бороду. Прямо сейчас наш корреспондент попытается найти рыльце в пушку Владимира. У нас на прямой связи... Так, подождите, а зачем вы включили фильм «Сумерки»? Почему в кадре какой-то упырь и Роберт Паттинсон? Не, Вячеслав и Владимир. Все, понял, но все равно вы сегодня неотразимые. Ну, типа Роберт Паттинсон, он вампир в «Сумерках», он в зеркале не отражался, и вы типа не отразились. Ладно. Стыдно. Парни с бородой, которые любят давить гуся, так называемые бородавочники. Кто они? Люди, которые хотят выглядеть брутальней, или секретный культ, практикующий щекотный кунь. Итак, у нас в гостях Владимир. Надо бороду сбрить немножко. Какой умный человек будет с утра каждый день себе, мужик, лезвием соскабливать щетину с лица? Не понял, какой культ? Ну ладно, напишите в комментариях. Парень, который отрастил бороду и посвятил ее своему другу Дмитрию. Ведь когда-то ей тоже предстоит посидеть на его лице. Итак, Владимир, известный бородач Хаттабыч вырывал из бороды волосинку, произносил «трах тебе дох» и исполнял желания парня. Скажите, планируете ли вы при помощи своей бороды организовать «трах тебе дох» какому-нибудь парню? Еще трах тебе ёбну, долбоёб, блядь. Хорошо, давайте обсудим историю бороды. В старых сказках было расхожее выражение «по усам текло, а в рот не попало». Скажите, как часто по вашим усам течет и как часто попадает в рот? Тихо. Просто ебать. Вопросы какие-то ебанутые нахуй. Владимир агрессивен и отказывается раскрывать тайны своей бороды. За это мы решили выставить его на дроме. Авто праворукое, но когда правая устает, бывает и леворукая. Ебешь, блядь, своим дромом. Ты ее-то, блядь, все еще целика нахуй. Автоматически переключается на ручник, если оставить одного. И ты эти, блядь, телефоны берешь, сука. Канал-то никого не... Я удаляю нахуй это приложение, блядь. Авто проблемное, имеются гнилые части и поступки. Блядь, ебала нахуй, это мой телефон, блядь. Это нахуй ты мой телефон берешь. Сука, где ты эти фотографии, блядь, знаешь, нахуй? Очевидно, что в жизни Владимира происходит Влади-Вла. Черти чё. Парень отказывается раскрывать тайны своей лицевой прически, однако, как нам удалось выяснить, борода образовалась не случайно. Дело в том, что в жизни Владимира появилась она. Та, которая перевернула всю его жизнь. Та, из-за которой парень не может нормально есть и спать. Дота. Она по-настоящему зацепила парня, ведь разрешает в любой момент входить в себя. Она готова к любым экспериментам, можно попробовать с друзьями, да хоть с пятером, ей не важно. Кто такая Дота и какие секреты она хранит, расскажет наш специальный корреспондент. Брэд Питт, вам слово. Вячеслав. Ой, ну Вячеслав, но все равно вы сегодня неотразимы, как Брэд Питт в фильме «Интервью с вампиром». Ну, он же там в зеркалах не отражался, и вы не отражались. Ладно.
Дота – легендарная стратегия, которая когда-то появилась как карта в Варкрафте, а после настолько понравилась геймерам, что превратилась в отдельную игру, по которой ежегодно проходят чемпионаты с многомиллионными призовыми фондами. Молодых ребят, которые отдали себя полностью этой игре, называют задроты в доту или сокращенно задоты. Игра вызывает много вопросов. МИД какой страны представлен на карте доты? Рошан – что это? Русский филиал Ашана или друг Джамшута? И почему мамы дотеров такие непринципиальные? Для того, чтобы в этом разобраться, наша съемочная группа решила ненадолго зайти в игру и понять, в чем ее смысл на самом деле. Оказалось, ничего особенного и затягивающего, абсолютно стандартная стратегия. Для того, чтобы выяснить секреты Доты 2, мы проведем один день с настоящим задотом. Ебанутый, блядь. Это Владимир, легенда среди задотов. Парень много лет назад начинал играть в доту в Warcraft 3 и спустя годы решил вернуться. Комьюнити сразу признала легенду. Праймал, сука, уходи, дура ебаная. Ты, блядь, дура, нахуй. Малолетка ебаная, нахуй. Бери нахуй эту хуйню, блядь, еще мохнатка, блядь, новая, нахуй никому не нужная. Владимир, мы вас полностью поддерживаем. Новая мохнатка действительно никому не нужна, ее следовало бы сбрить. Я думаю... Ладно, блядь, нахуй ты доебался до моей бороды, блядь. Владимир большой фанат доты, поэтому часто цитирует классиков. Чего хочешь? Сделаю. Хорошо. Помнишь такую хуйню? Несмотря на то, что игра отличается от старой карты в Варкрафте, Владимир практически сразу разобрался со всеми особенностями. Ебать, мне сейчас пизды надо резко, срочно, блядь. По словам Владимира, ему срочно нужен респ. Судя по всему, респ – это сокращение от слова респиратор. Видимо, парень тоже начал чувствовать свой запах. Это хорошая тенденция. Вероятнее всего... Запах, блядь. Владимир напал на нашу съемочную группу, а значит, мы обязаны получить моральную компенсацию. Весь декабрь в мобильном приложении Альфа-банка и мобильном банке Альфа-онлайн проходит новогодняя игра «Следуй за кроликом». Не понял. Какая новогодняя игра, блядь? Я не пойму, как это возможно, блядь? Почему такое вообще кибербуллинг отовсюду идет? Блядь, надо карточку Альфа-банка выкинуть. В которой можно выиграть много крутых призов, среди которых двойной кэшбэк за покупки и 10% на категории, 22 тысячи призов по... Я просто на всякий случай приму участие, мало ли что. В то, не в то. По 100 рублей, 2000 призов по 1000 рублей, 3 приза по 100 тысяч рублей, 17 подбородков, 1000 чертей и бесконечный поток сексуальности. Ой, последние 3 приза, их не будет, я случайно нажал. Заходи в игру каждый день, открывай календарь и получай свой приз. Чем чаще заходишь, тем выше шансы на выигрыш. Несмотря на то, что Владимир профи, даже в его игре иногда происходят промахи. Сука, всякую хуйню юзал, блядь, чуть не сдох. Владимир процитировал Пашу Техника и продолжил баталию. По словам профессионального киберспортсмена, игра Dota не только интересная, но и развивающая. Она помогает развить коммуникативные навыки. Дурачок, ты куда идешь, блядь? Скорость реакции. Блядь, отойди нахуй, поссать успею. А также мелкую моторику рук. Владимир бросил доту много лет назад, однако парень знал, что вернется, поэтому постоянно отрабатывал упражнения по развитию мелкой моторики рук, когда никого не было дома. Эта самоотдача вошла в историю браузера, но после была стерта. Нахуй, ебанутый, блядь. И вот старт очередной баталии. Первым делом профессиональный задот выбирает персонажа. Свин, блядь, примол. Не, Акс в пизду не хочу. То есть Акс вы не хотите, может быть Old Spice какой-нибудь, ну что-то вы с этим делать планируете? С чем, блядь? Ну, с киберспортивной атмосферой в комнате, которую вы создали. Я не воняю, сука, нахуй. Немного подумав, Владимир сделал свой выбор. Кунка, нахуй. Я не пробовал никогда, но говорят, охуенный, блядь. Наша съемочная группа решила выяснить, что имел в виду Владимир. И тут только писюный по стенкам. Я сейчас выясню вам, блядь. Ты давай мне без этих вот. Выяснит они. Сейчас улетим все на 3 месяца. В бан, блядь. Сказав, что никогда не пробовал кунку. Как оказалось, кунка — это не что иное, как женский половой орган. Владимир, расскажите подробнее про кунку. Я ни разу не пробовал, блядь. Я видел, как кунка в видосах играют, а так, блядь. То, что вы любите видео, в которых играются с кункой, мы знаем. Расскажите об особенностях. Ну, кунка водой хуярит жестко, блядь. В топовых командах иногда берут. То есть из кунки идет вода, ее берут команды, и речь про Сквиртус Про, насколько я понимаю.
Это спро тебе на лицо, блядь, дурак нахуй. Очередная баталия стартовала. В этот раз Владимир выступает на стороне темных сил. Владимир не случайно играет за темные силы. Дело в том, что он перешел на их сторону с самого начала ноября. Ведь у парня до сих пор нет девушки. И вот катка завершилась. Владимир объявляет перерыв. По словам парня, для того, чтобы быть профессиональным киберспортсменом, важно следовать киберспортивной диете, соблюдая идеальный баланс белков и желтков. Чайки ебанем нахуй, колбаски покрошить. Только приступив к готовке, парень столкнулся с типичной проблемой – шкарлупкой, попавшей в блюдо. Блять. Пальчиком так аккуратненько, оп, оп. Владимир провел мастер-класс по массажу простаты и продолжил готовку. Тебя выключу сейчас нахуй вместе с камерой, блядь. Традиционно разделяют 3 вида яичницы. Это омлет, яичница-болтунья и яичница-глазунья. Владимир разработал свою уникальную методику. Это давленая одноглазунья. Он готовит ее в закрытом помещении. О, блядь, просто берете и съебываете. Идеальное киберспортивное блюдо готово. По словам профессионального задота, важно даже во время приема пищи. Блин, ну, кстати, я бы сейчас заточил такую тему. Что-то 1000 лет не делал, надо тоже замутить. И продолжать тренироваться, просматривая матчи профессионалов и специальные обучающие гайды. Смотрите, нельзя просто забрать мой контроллер. А вот и можно, он мой! Прием пищи закончен, а значит настало время для очередной катки. В этот раз Владимир максимально осознанно подходит к выбору персонажа. Ну а Рики, кстати, охуенчик. Говорят, нахуй, если им прям придрочиться, вообще можно такие вот, блядь, пируэты, нахуй, исполнять. Владимир не случайно выбрал именно Рикки. Парень долгое время тренировался играть этим героем и буквально стал с ним единым целым. Для того, чтобы быть похожим на него, Владимир специально отрастил бороду, остальное у него было изначально, ведь парень играет в доту вместо того, чтобы заниматься ремонтом поведения типичного черта. Нахуй, бесишь меня, блядь. Отъебись нахуй, блядь. Благодаря тому, что Владимир играет за своего любимого героя, у парня получается применять уникальные заранее подготовленные тактики. У меня герой маленький, короче, его в кустах не видно. У меня герой маленький, его в кустах не видно. Именно эта фраза точечно объясняет, почему у Владимира до сих пор нет девушки. Сука, нахуй, конченая, блядь, мразь. Сука, блядь. Владимир выражает свое недовольство, ведь парень всей душой болеет за задотское спортивное комьюнити. Ты ж хуйню несешь, блядь. А Дота Спорт, знаешь, какой охуевший, блядь. International чемпионат только 18 миллионов долларов приносит, блядь. Владимир недоволен тем, как наша съемочная группа освещает игровой процесс. Поэтому мы решили изменить подход. Итак, мы рады приветствовать всех любителей большого черта, большого спорта. На комнатном чемпионате International нас ждет невероятная серия каток с участием Владимира. Задача команды — разнести главное здание соперника. Это так называемый трон. Но что мы видим? Трон команды Владимира уничтожен. Парень злится и уходит на время, чтобы уничтожить свой личный трон у себя дома. Звуковой сигнал свидетельствует о том, что трон Владимира наказан, а значит, парень возвращается в доту. В воздухе повисло невероятное напряжение, оно чувствуется даже в комментаторской рубке, ведь Владимир оставил трон открытым. Там коты насрали, блядь, я вообще пописать ходил. И вот очередная волнительная баталия. Владимир слегка вспотел, фиксируется грубое нарушение правил личной гигиены. Наконец, парень в атаке, он пытается ввести в стан девушку. У меня бы, если бы такой брат был, я бы с ума сошел, я вам честно говорю. Честное слово. Я просто не представляю, если бы... Мало того, что я в КС-ку, когда играю, у меня, блядь, прединфарктное состояние. У меня каждый раз реаниматологи рядом вот здесь тут дежурят. Я звоню каждый раз. Просто в приемный покой говорю, можно, пожалуйста, реаниматологов? Они говорят, зачем? Я говорю, Алексей, это вы? Вы опять в КС зашли? Я говорю, да, конечно, в матчмейкинг, блядь. Да, блядь, выйдите вы нахуй налево! В доте я вообще не представляю, что происходит. Но в очередной раз у Владимира с девушкой не в стан. Мне, блядь, даже стана нету, нахуй, ебала, блядь. И вот шикарный проход Владимира. Именно так говорит Пудж, который опробовал проход Владимира на глазах у всех. 30 секунд на воскрешение, а значит, мы можем узнать подробности у спортсмена. Владимир... Мне толпой типы напихали, я даже въебать никому не успел, блядь. Некие типы толпой напихали Владимиру, а значит, его можно назвать неким гачемучеником этой катки. Скажите, какие у вас планы на... Все, подожди. Че подожди, нахуй, сука, долбоёб. Владимир агрессивно реагирует на то, что наша съемочная группа рассказывает о его любви к доте. При этом он оставляет без ответа важный вопрос, что заставляет современного парня играть в те же самые игры, в которые он играл больше 10 лет назад.
Как часто в наше время можно встретить людей, которые когда-то в начале нулевых играли в Доту и Counter-Strike, а уже сейчас, в 2022 году, эти же люди играют в Доту и Counter-Strike. Те, кто застали Pentium 3 и 4, так называемые люди пентионного возраста. Что сейчас происходит с пентионерами? Для того, чтобы это выяснить, мы проведем нашу Windows XP дицию в прошлое. Чтобы понять, что именно заставляет людей постоянно З'їла сама шоколадку? Шоколад, я теж може хочу шоколад, блін. Задумала, блін. Мені дуже шоколад. Я дуже хочу шоколад. Это, если что, мы на сходню на наш первый турик по КС-ке. Это 2005 или 2006 год. Прошло 17 лет. Играю в КС. Зачем я в нее играть? Блять. Начал с какого? С 2000-го? С какого? Подожди, это что, я 20... Я что, 22 года играю в КС? Искать что-то, что вернет их в далекие нулевые, мы связались с профессором Владивостокского университета, изучающего 2000-е, доцентом кафедры Хуба-Буба жевательных наук, профессором лаборатории икопортинга и Сабрина маленькая ведьма-веденья, автором монографии по крейзи-фрагологии Вячеславом Альбертовичем. Люди, застрявшие в 2000-х, это очень распространенный синдром. Их можно встретить в любых местах, в Доте, в Counter-Strike, в кожаных куртках, где угодно. Что их заставляет возвращаться туда? Обычно это психологическая травма. Некое ужасное событие, перенесенное в нулевых, это может быть поцарапанный диск с GTA Vice City, который перестал работать, банкротство на рингтонах, Gravity Defi, это абсолютно любое ужасное событие, абсолютно. Большое спасибо вам за беседу, кстати, отлично выглядите. А вы, кстати, тоже. Я вам скажу, вы похожи на главного героя фильма «Дневники вампиров». Просто вампиры, они в зеркалах не отражаются, и вы как бы неотразимы. Что вы закрываете? Для того, чтобы понять, какая именно психологическая травма заставляет Владимира возвращаться в 2000-е, мы решили обратиться к архивам. В далеких нулевых молодой пенсионер Владимир, как и сейчас, посвящал всего себя Counter-Strike и Warcraft. Тогда парень не был так зол, он лишь верил, что зол Джин будет отомщен. Каждый день он покупал компашки и Б4-3, а в жизни все было понятно, она была за Нерзу. Б4-6, Б6, Б8-2, Б8-4, О2, О3, О4, О5, поехали. Блять, откуда я это вспомнил? Девушки рядом с Владимиром не было, так же, как и сейчас. Но в то время на это были свои прыщины. Тогда Владимир посвящал все время Варкрафту на расстройку, и ему удалось сильнее всех расстроиться из-за потери волос. Это по-настоящему напугало его сожителей.
Тогда Владимир очень хотел вернуть все как было. Чем больше он висел, тем больше завидовал мне. И это по-настоящему пугало. Каждый день я боялся проснуться сфинксом и увидеть его с благородной шевелюрой. Каждую ночь мне снился один и тот же кошмар. Сейчас я не хочу это вспоминать. Буквально в считанные дни из веселого парня с прической Владимир превратился в грустного лысого черта. Это стало настоящей психологической травмой для парня. Однако не самое ужасное то, что по-настоящему в те года оставило след в жизни молодого человека, это неразделенная любовь. Его избранница была частью популярной тогда субкультуры эмо. Чтобы подобраться к ней поближе, парень тоже решил стать одним из них и даже покрасил волосы в черный цвет, но никто этого не заметил. Несмотря на это, парень верил, что он будет вместе со своей возлюбленной. Однако этому не Сука! Боже. суждено было сбыться. Ведь, во-первых, она была известной певицей, а во-вторых, она была известным певцом. Иными словами, та, кого он хотел, оказалась солистом Tokyo Hotel. Именно тогда Владимир оказался один на один с собой. И все, что ему осталось, это при помощи Доты и Counter-Strike пытаться вернуться в прошлое, чтобы не влюбляться, параллельно занимаясь подстольным тектоником, когда никого нет дома. Параллельно занимаясь подстольным тектоником, когда никого нет дома. Чем, блядь? Вячеслав, потихоньку очерчиваю территорию специально для России 23. Что-то мне грустно стало, пацаны. Подождите, стоп, секунду. Меня смотрит огромное количество людей. Это сотни тысяч человек. Подождите, я не один такой. Все равно в интернете никто никого не знает. Напишите в комментариях, в каком примерно году вы начали играть в свою самую первую игру. На чем, неважно. Dendy, Sega, PlayStation. Ну или компьютер. Я прочитаю эти комментарии и очень надеюсь, что я не один такой. Очень на это надеюсь. Напиши комментарий, не оставляй меня одного.